1918 году в Петрограде на Кабинетской улице в доме номер 13 в здании бывшего училищного совета Святейшего Синода Русской Православной Церкви был открыт Высший институт фотографии и фототехники. Это было вызвано потребностью как фотопромышленности, так и молодого кинематографа нашей страны. Ведь производство фильмов в России началось незадолго до этого, в 1907 году. И он быстро развивался. Ему требовались как техническая база, так и кадры. Большой вклад в те первые годы существования вуза внесли профессора Лещенко, Поповицкий, Срезневский, Жуков и другие. Особенностью нашего вуза было то, что он являлся вузом, объединяющим как технику, так и искусство. Например, на художественно-фотографическом факультете работали известные российские художники Остромова-Лебедева, Верейский. А в 30-е годы деканом операторского факультета был замечательный советский кинооператор Вячеслав Вячеславович Горданов, снявший «Петра I», «Грозу» и другие фильмы. При появлении звукового кино наш вуз пережил второе рождение. Отечественные системы звукового кино были изобретены Александром Федоровичем Шориным и Павлом Григорьевичем Тагером с их сотрудниками. И в институте, который стал тогда называться Институтом киноинженеров, стали готовить кадры уже для звукового кино. Осенью 1941 года институт был эвакуирован. Многие преподаватели и студенты ушли на фронт. Значительная часть из них погибла, защищая Родину. Я тоже помню кое-что из блокадной жизни в Ленинграде. Конечно, ребенок не осознает всего ужаса войны. Я помню только лишь отдельные кадры. Это аэростаты, которые я видел в окно. Я помню взрывы бомб, снарядов. Конечно же, вот эти сирены, вой сирен, когда начиналась воздушная тревога. Вот этот знаменитый метроном по радио, который врезался действительно в память на всю жизнь. Вообще вся моя жизнь связана с нашим городом, а вся взрослая жизнь с нашим вузом, где я стал учиться в 1955 году. У нас были замечательные преподаватели: Вячеслав Алексеевич Бургов, Павел Гаврилович Федосеев, Сергей Михайлович Проворнов, Арам Матвеевич Мелик-Степанян и многие-многие другие. Студенческая жизнь у нас в то время была очень интересной. Но для меня было очень важно то, что существовала у нас студенческая любительская киностудия «Ликифильм», где мы своими руками делали фильмы, отражающие жизнь института и студентов. Еще взломав свой синий лед, Нева к морям его несет, а любители весеннего загара уже ликуют. Они радуются весне, как прелестный дев. Кстати, о девах. Ведь именно благодаря им весна действительно становится весной, с ее радостями и тревогами, первыми стихами и последними невыученными лекциями. Кто из вас не переживал этих весенних болезней, сердечных волнений и экзаменационных горячек? Я, конечно, помню очень многих из своих соучеников, студентов нашего института, но одним из самых ярких людей запомнился мне и таким
таким он будет всегда в моей памяти Олег Павлович Макаров, с которым мы и в Ликифильме, и в дальнейшей работе в институте на кафедрах уже шли вместе. Человек ярких способностей, трудолюбивый, интересный, активный. Он, к сожалению, ушел недавно из жизни. Рожейка, да купила мне в чьи покажи. Я не хочу тебя огорчать. Я тебе его уступаю по твоей цене. Господи, Жан, только что вы сегодня подрались из-за меня, а теперь не знаете, как избавиться? Ну, вы же сами сказали, что вы спичка между двух огней. Но она села, не горит. Товарищи, внимание, не забыли? Завтра съемка. Да, не забыли? Завтра съемка. Теперь наш вуз стал университетом кино и телевидения. И каждый год сюда приходят новые студенты. Они другие, ведь и время сейчас другое, и жизнь в нашей стране другая. Очень хотелось бы, чтобы новые студенты знали и историю своего вуза, и традиции, сложившиеся в нем, и чувствовали себя продолжателями и тех, кто был здесь раньше, и тех, кто сейчас. Конечно, мы стараемся передать им свою любовь к профессии, к своему вузу, к своему городу и к своей стране. Меня часто